Как понять, что мужчина разлюбил? Это вопрос, которым женщины часто задаются. Особенно этот вопрос актуален, вот знаете, когда фаза вот этой безусловной идеализации или конфетно-букетный период переходит в какие-то, собственно, уже стабильные отношения. И вроде бы мы все так вот умом понимаем, что не может постоянно, чтобы в отношениях все было как в самом начале, когда вот много такого вот волнения, восхищения, какого-то вот такого тревожного напряжения, первый поцелуй, первое там свидание, первый, не знаю, первый секс, первый какой-то отдых совместный. То есть все вот первое, все в новинку, все вот как бы ты только о другом человеке думаешь, он только о тебе думает. Но вот мы какое-то время уже вместе, и женщина замечает, что мужчина иначе стал к ней относиться, и вот ей непонятно, это он ее разлюбил, или это он такой и есть. Он вначале как бы просто на фоне вот этой вот влюбленности как-то старался что-то вот, чтобы лучше себе что-то такое показывать. Или это какой-то вообще, не знаю, нарцисс, предположим, это была фаза не просто идеализации, а фаза лавбомбинга, а сейчас он тебя обесценивает. То есть возникает очень много вопросов, и непонятно, мужчина меня любит все еще, или он меня разлюбил. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем 5 признаков, на которых имеет смысл обратить внимание, и если вот они есть, вы можете думать о том, что, может быть, мужчина вас действительно разлюбил. По крайней мере, вы сможете как-то опираться на эти объективные признаки. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Первая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это если вы замечаете, что мужчину не интересуют ваши эмоции, он перестал интересоваться вашим эмоциональным миром. В таких обычных отношениях, где есть, я не говорю даже о любви, хотя бы привязанность, где сформированы вот эти вот диадные отношения пары, мы находимся в определенной системе. Какой бы я ни был там проработанный, не знаю, устойчивый, независимый, если моей женщине грустно, то это как-то меня касается. Это также влияет косвенно на мое эмоциональное состояние. Я начинаю, скажем, беспокоиться, почему я грустно. Или, скажем, если она радостна, то я тоже становлюсь радостным. Или, например, если она радостна, мне непонятно, почему она радостна. Я могу быть радостным тоже, но при этом, не знаю, какой-то интерес возникает. То есть как-то вот есть вот этот эмоциональный отклик на изменение в эмоциональном состоянии другого человека. Если мужчина воспринимает женщину просто как человека, который рядом с ним есть, как, скажем, объект. Предположим, у них вместе секс, или мужчине важно, чтобы женщина была, жила в его доме просто как вот такая компаньонка, как какая-то такая вот, как квази-жена какая-то. И он ее не любит, то есть привязанности у него к ней нет, то ее эмоциональное состояние это как будто бы не его проблема, грубо говоря. То есть я вижу, что она ходит какая-то грустная, но она взрослый человек, она с этим как-то разберется. Мне это не важно. Я эмоционально отстранен от нее. Если вы замечаете, что мужчина не интересуется вашими эмоциями, то вопрос не в том, что у него нет эмпатии. У него, может быть, банально нет интереса. Потому что часто женщины говорят о том, что я нахожусь рядом с мужчиной, а он там, скажем, психопат, потому что у него нет эмпатии. У него есть эмпатия, он замечает, что у вас поменялось настроение, но ему это не важно, это не зона его интересов. И второй такой болезненный немножко для женщин признак, это если мужчина перестает дарить подарки, если при этом раньше он их дарил. Опять же, это связано с этим эмоциональным вовлечением. Когда мужчина дарит женщине подарок, ему важно увидеть, что женщина, испытывает этот момент счастья, что женщина радуется, ему важно получить какое-то признание, что я так сказать, приволок что-то тебе и подарил, как это было в архаичные какие-то времена. Более того, поскольку у мужчин с эмоциональностью, как правило, есть определенные, если не проблемы, то, по крайней мере, какие-то ограничения социальные, потому что мужчины воспитываются так, что мальчик не должен плакать, мальчик не должен как-то, сильно проявлять свои эмоции, должна быть сдержанность и прочие вещи. И часто бывает так, что мужчина проживает какую-то радость свою такую житейскую в отношениях, то есть ему легче сделать что-то приятное для своей женщины, если это его женщина, это если его любимая женщина, увидеть, как она радуется и, так сказать, грубо говоря, погреться на вторичках. То есть, грубо говоря, когда я делаю своей женщине подарок, вижу, как она радуется, я в этот момент испытываю счастье, потому что я прикасаюсь к этому такому счастью другого человека. Я прикасаюсь к счастью в себе благодаря тому, что нахожусь вместе, разделяю это счастье. Если мужчина, как я говорил в первом пункте, эмоционально не вовлечен в жизнь своей женщины, если он ее не любит, не считает ее, такой эмоционально своей женщиной, то и подарки он ей дарить не будет, потому что, а что дарить подарки? Понятно, на конфетно-букетный период там нужно дарить какие-то подарки, как сигнал того, что я в тебе заинтересован. А сейчас мы с тобой уже, предположим, живем вместе, или, предположим, у нас есть какое-то стабильные вроде как отношения, какая-то есть договоренность, что мы в отношениях. Чего тебе дарить подарки? Я тебе буду лучше скажем, обеспечивать какие-то вопросы, если ты попросишь, или что-нибудь такое делать. А так, чтобы сделать какой-то романтический подарок, чтобы сделать такое по своей инициативе, какие-нибудь, грубо говоря, цветы. Вроде в этом нет никакого смысла. Кому-то что нужно доказывать, и так все у нас уже понятно. Третий признак, что мужчина тебя разлюбил, это если он с тобой перестал разговаривать. Я вспоминаю такой курьезный случай, когда в интернете читал, когда мужчина в Японии со своей женой не разговаривал что-то 20 лет, потому что на нее обиделся. Такое очень
Ну, это, конечно, такой перегиб, понятно, это курьез. Но если мужчина женщину разлюбил, он действительно начинает с ней разговаривать гораздо меньше. Есть такое замечание, что мужчина рядом с женщиной, которая ему интересна, в которой он испытывает симпатию, как правило, начинает больше говорить, и словарный запас его становится более таким богатым. То есть мужчина разговаривает с женщиной где-нибудь там по работе, он говорит какими-то простыми, скупыми словами. Если женщина ему нравится, начинаются всякие там мадемуазель там и прочие какие-то такие хитрые слова. Так вот, здесь происходит такая же штука, только наоборот. То есть мужчина находится в отношениях с женщиной, он ее разлюбил, и он с ней начинает меньше говорить. Эти разговоры какие-то более такие сухие, более формальные. Меньше там каких-то витиеватых слов, то есть он меньше вербально общается с женщиной. Мужчина может это не замечать, но женщина это замечает. Если вы видите, что мужчина с вами меньше разговаривает, пускай там по делу он с вами разговаривает столько же, но меньше какой-то вот болтовни, меньше такой какой-то вот излишней речевой продукции, то это тоже может говорить о том, что он вас разлюбил. Четвертая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это если вы замечаете, что мужчина перестал вести себя игриво. То есть вот эти вот, так сказать, брачные игры, знаете, когда люди начинают там как-то вот что-то говорить таким необычным голосом, как-то может немножко сюсюкаться или наоборот использовать какие-то слова такие, нежно, ласково, сексуальные. Нет больше такого, чтобы он подошел к вам, как-то вас и обнял, вдруг как-то погладил. То есть вот нет вот этого поведения, которое было раньше, которое, как будто бы вот оно, как флирт, как такое какое-то вот заигрывание. Все это было и куда-то делось. Вот он так, если там и обнимет вас, то обнимает так формально, как, не знаю, там на вручение диплома какого-то. Если вы замечаете, что такого поведения больше нет, задумайтесь о том, что между вами происходит. Возможно, настал момент это прояснить как-то с ним, почему он так вот себя ведет, почему он перестал себя вести так, как вел себя раньше. Вообще, диалог очень такая важная вещь, и в любых отношениях стоит не забывать, что мы часто стараемся сами себе додумать за другого человека, вместо того, чтобы что-то прояснить. Очень важно прояснять все в отношениях. Это решает очень много проблем, так сказать, на корню в самом начале. Ну и пятая вещь, на которую стоит обратить внимание, если вы слышите от мужчины много какого-то недовольства, бурчания, ворчания, недовольства, и раньше этого не было, а сейчас ничего другого нет. Понятно, что вот этот период идеализации прошел, привязанность не сформировалась, субъектное отношение, когда мы в друг друге видим и то, что нас объединяет, и то, что нас разъединяет, и как-то это принимаем, вот этого тоже всего не произошло. И если вчера мужчина смотрел на тебя через розовые очки и видел тебя такой вот прекрасной, замечательной, сейчас вот просто какая-то вот есть чужая женщина, которая там чего-то хочет, о чем-то говорит, мне то не нравится, я ей обо всем об этом говорю. То есть, если вы слышите от мужчины очень много недовольства, означает, что он как будто бы не идет в отношения, понимаете? Если мне в моем партнере что-то не нравится, ключевое слово здесь моем, я решил, что это мой человек, я его сделал своим, и мне в нем что-то не нравится, то это проблема наша, проблема как моя, потому что я все-таки, это моя амбиция быть с этим человеком вместе, так и проблема того человека, потому что ему, вероятно, важно, если ему важны эти отношения, что мне в нем не нравится. Вот так я на это смотрю. Если же это просто какая-то вот чужая женщина, с которой мы почему-то решили находиться в отношениях там, ради секса, ради какого-то статуса, ради, я не знаю, чего-то просто по привычке, потому что вчера была идеализация, а сегодня просто, еще время мало прошло. Вот я нахожусь рядом с женщиной, по поводу которой у меня есть много к ней претензий и вопросов. Это ее ответственность, что она мне не нравится. Я ее не воспринимаю как человека, с которым я нахожусь в этих диадных отношениях, с которым я нахожусь, собственно, в какой-то системе такой отношенческой. Если у вас возникают какие-то вопросы по поводу ваших отношений, вы можете писать мне в личку. Под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Можете записаться ко мне на консультацию, тогда мы сможем подробно разобрать вашу ситуацию. И можете также в комментариях написать, если вы находились в отношениях, где чувствуете, что мужчина вас разлюбил, на что вы обращали внимание в вашем опыте и по каким признакам в результате вы все-таки смогли понять, что мужчина, да, вас разлюбил. Это будет очень важно, если вы поделитесь своим опытом, я вам буду очень благодарен. Если вам это видео понравилось, вы хотите больше таких видео и тема вам понравилась, ставьте лайк обязательно, я вам буду очень благодарен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.